Индийский мандибарунг, несмотря на перенаселенность многих стран Южноазиатского региона, во многих из них сохранились довольно труднодоступные места, где до сих пор иногда встречают загадочных человекообразных покрытых шерстью существ. Так называемого снежного человека сравнительно недавно встречали и в Индии. Поразительно, что один из очевидцев является самым настоящим энтузиастом поисков реликтового гоминоида. Индийский лесник Дипу Марак страстно верит в существование мандибарунга, лесного человека, индийской разновидности снежного человека. В 2003 года он видел его 3 раза. Этот человек, покрытый черно-серой шерстью и ростом около 3 м, встретился леснику в джунглях на холмах Гаро, штат Мегхалая, на северо-востоке Индии. Дипу Марак собрал образцы шерсти и передал их журналистам BBC. Марак считает, что это растительноядное существо весом около 300 кг, потребляющее в пищу плоды, коренья, некоторые виды растений. Подобное создание наблюдал не только Марак, люди давно рассказывают о встречах с загадочным гоминоидом в районе западных, южных и восточных склонов холмов Гаро. Один из очевидцев, собирая дрова в лесу, видел целое семейство мандибарунгов, 2 взрослых и 2 детенышей. По его словам, взрослые особи были огромны и грузны, их тела покрывал густой мех черно-коричневого цвета. А местный житель Нисбилсон Сангма не только видел это существо во время охоты, но и наткнулся на его лежбище, которое чем-то напоминало сооруженную из ветвей примитивную хижину. Преодолев первоначальный шок, вспоминал Сангма, мой брат и я наблюдали это большое волосатое существо крупного подряд. Это 2008 года британские ученые еще не совсем были уверены относительно образцов, полученных от Марака. Однако эксперт по человекообразным обезьянам Редмонд отметил, что образцы потрясающе похожи у них такой же орнамент, на волосы лица, собранные покорителями Бориска сэра Редмондом Филани. Предварительный анализ уже исключил принадлежность волос самым распространенным животным в холмах Гаро. Но теперь наверняка знаем, что эти волосы не принадлежат азиатскому черному медведю, они не принадлежат дикому кабану и не похожи на шерсть различных видов макак, признался Редмонд, обнаруженный волос остается загадкой. Я также могу подтвердить, что если эти волосы действительно принадлежат йети, то у них, как и у людей, волосы секутся. Анализ волос проводили в университете Оксфорд-Брукс признанный приматолог Анна Никарис и эксперт по микроскопам Джон Уэллс. Изображение предполагаемого волоса снежного человека увеличили в 200 раз и сравнили с базой данных, предоставленной Музеем естественной истории и факультетом приматологии университета Оксфорд-Брукс. Редмонд и Никарис не исключают возможности, что волосы принадлежат какому-то неизвестному примату. Всего 2 года назад на севере Индии был открыт новый вид макак, говорит Редмонд, вполне возможно, что в джунглях есть карманы, в которых могут жить до сих пор неоткрытые приматы. Встречается йети в Пакистане. В начале 2003 года Раджу, 20-летний житель пакистанского горного селения Харипура, рассказал журналистам о нападении на него подобного существа. Произошло это прямо в селе. Раджу вышел из дома и услышал странные звуки, доносившиеся из кустов. Вдруг появилось некое существо ростом более метра, покрытое густой черной шерстью, которое зарычало на меня, рассказывал молодой человек. Хотя снежный человек не отличался большим ростом, телосложение у него было весьма крепкое. Он набросился на Раджу, отцарапал его, после чего парень с криком бросился обратно в дом. На шум выбежал дядя Раджу, 47-летний Мухаммад Шафи, со своими домочадцами. Такой численный перевес явно не понравился существу, он порычал на людей и спрятался в саду. Мужчины с горящими факелами стали прочесывать сад, и только после этого йети убежал, издавая высокие и резкие крики. Как оказалось, местные старожилы в прежние времена много раз видели подобные создания. Обычно они спускались с гор в зимние месяцы в поисках корма.